На этот раз мы займемся изготовлением необычного стола викинга, столешница которого будет сделана в виде щита, раскаленный металл, дерево которому 500 лет, ведро эпоксидки. В общем, приятного просмотра. В этом проекте мы будем использовать исключительно мореный дуб. Если кто не в курсе, это такой дуб, который пролежал в воде или болоте на протяжении сотен лет. Точный возраст тяжело определить без углеродного анализа, но в среднем такой цвет дуб приобретает, находясь под водой, от 400 лет. Но некоторым заготовкам может быть и пару тысяч лет. Если прибегать совсем к примитивному анализу, то расклад такой: чем темнее дерево, тем дольше оно пролежало под водой. Также, исходя из опыта, скажу, что цвет сильно зависит от того, какая часть ствола используется. То есть дуб быстрее темнеет у коры и заболони, а ближе к сердцевине он остается светлее. И только спустя долгое-долгое время цвет может сравняться по всему объему. Подытожим, если ваш мореный дуб в сердцевине прям черный-черный, вполне может быть, что ему 1000, а то и 2000 лет. В нашем случае это преимущественно горбыль, который не несет особенной ценности в классической столярке, а вот для создания поношенного защитного щита викинга вполне подходит, учитывая, что все это будет залито смолой. После того, как мы нарезали заготовки в нужный размер, прогоняем их через рейсмус. Следующим этапом 3 эти заготовки надо подготовить к склейке, для того, чтобы получить щит и в прямом и переносном смысле. Для этого при помощи пилы отрезаем обзол, но не полностью. И если говорить правильно, из острого обзола нам надо сделать тупой. Это придаст максимально изношенный и состаренный вид. Для того, чтобы получить идеальную склейку, надо подготовить идеальную кромку, с чем отлично справляется фуговальный станок. И так проход за проходом, деталь за деталью. Перед склейкой все заготовки проходим щеткой для броширования. Это придаст дереву более аккуратный, но и в то же время состаренный вид. Для склейки я уже очень давно использую клейберит и смело его рекомендую. Действительно уже проверенный и профессиональный состав, так же как и эти корпусные струбцины. Ссылки на все материалы, станки и оснастку, как всегда, есть в описании ролика. Спустя несколько часов клей высох, и из щита непонятной формы мы делаем вполне себе понятный уже защитный щит правильной круглой формы при помощи ЧПУ. Следующим этапом нам надо создать имитацию разлома щита. Место выбрано не случайно, поскольку с одной стороны есть естественная трещина, что идеально вписывается в наш проект, а вторую сторону дорезаем лобзиком и имеем вот такой разлом. Конечно же, ровный пропил от лобзика не совсем нам подходит, поэтому подтесываем его топором. Итак, столешница готова для заливки смолой. Теперь можно заняться подстольем. Для этого берем вот такой цельный кусок все того же мореного дуба и первым делом брошируем одну из его сторон. После чего нам надо отрезать лишнее и получить нужный размер, а это 50 сантиметров в длину, а в будущем в высоту, поскольку это и будет основная опора стола. А пока Андрей этим занимается, я немного расскажу о проекте. Этот стол мы делаем по мотивам игры Vikings War of Clans. ММО-стратегия в реальном времени, тактическое мышление, находчивость, взаимодействие с другими игроками. Здесь это важнее бездумной прокачки силы. Мир викингов постоянно развивается и наполняется контентом. Недавно в Vikings War of Clans появились сезоны. Это такие периоды, во время которых вы участвуете в сезонных соревнованиях и выполняете задачи. Например, добываете ресурсы или уничтожаете вражеских воинов, а затем получаете игровые предметы, уникальные скины города и образы героя. Ссылку на игру вы найдете в описании под видео, а теперь вернемся к нашему столу. В итоге допиливать решили японской пилой. Так получается точнее и по факту скажу, что быстрее, плюс удовольствие от работы с хорошим ручным инструментом.
Для того, чтобы основание стояло строго вертикально и не шаталось, одну из сторон прогоняем через фуговальный станок. Благодаря валу Helical, вот так он выглядит, даже торцевой спил мореного дуба обрабатывается без сучка и задоринки. И так проход за проходом. Спустя 15 минут и несколько десятков проходов имеем идеальную ровную поверхность. И уже отталкиваясь от нее, принимаемся равнять противоположную. Для этого берем небольшую фрезу от CMT, поскольку площадь совсем небольшая. Конечно, калибровка — это не целевая функция таких фрез, но для этих целей подходит отлично. И на скорую руку из старого стула собираем элементарную приспособу. Напомню, что это такая одноразовая быстрая операция, и в данном случае старый стул, пару кусков фанеры и ручной фрезер просто идеально подходят для нее. В итоге спил стоит на ровной поверхности, предварительно выровненной плоскостью, и отталкиваясь от этого, мы равняем противоположную сторону. В итоге имеем две идеальные параллельные плоскости, что необходимо для основания стола. Для дальнейшей работы нам надо подготовить поверхность. Для этого мы снова крепим заготовку на большие раскладные тиски и доводим поверхность при помощи скобеля. Спустя час работы имеем кучу стружки и ничем не примечательный брутальный спил. Именно поэтому переходим к следующему этапу. Мы выбрали вот такой узор. Это скандинавская вязь, что отлично впишется в общую композицию. Основу решили фрезеровать при помощи ЧПУ, но, как вы видите, поверхность у нас далеко не ровная. При помощи лазерного уровня и парочки фанерных приспособ выставляем заготовку и крепим на ЧПУ. Затем подготавливаем программу с учетом рельефа заготовки и прогоняем весь процесс фрезеровки через программу, для того чтобы убедиться, что компьютер понял нас правильно. В целом все окей, и можно запускать процесс. Спустя несколько часов работы имеем одинаковый рисунок с 3 сторон подстолья. Умные станки — это, конечно, очень хорошо, но в данном случае без ручной доводки никуда. Этим и занялся Андрей. А тем временем мы отправились добывать металлические элементы для щита. С этим нам здорово помог наш хороший знакомый кузнец Дима. Вот его инстаграм. Большое спасибо за помощь в проекте. Уверен, что это не последняя наша совместная работа. На самом деле я просто в восторге от подхода и точности доводки. Также очень интересно ваше мнение. Стоит ли дополнять проекты другими ремеслами, помимо столярки и эпоксидки? Жду в комментах. В итоге из мастерской Димы мы увезли кучу интересных железяк. И вот такое кольцо, которое ляжет в основание стола. Для того, чтобы его обыграть, снова напиливаем мореный дуб и склеиваем небольшой щит. А дальше все по старой схеме. Пару прогонов через рейсмус и несколько часов работы ЧПУ.
Тем временем готовим столешницу к заливке. Тут все просто. На ламинированную фанеру наносим разделительный состав. Это воск в спрее. Наносим и растираем тряпкой. На него кладем столешницу. По периметру обтягиваем тонкой пластиковой полосой, прихватываем скотчем и герметим у основания. Первый слой будет грунтовочный. Для этого берем состав под названием Art Eco от Экованны. Отличный вариант для первого тонкого грунтовочного слоя. Что мы и делаем. Грунтуем и оставляем на сутки. Поскольку этот стол поедет в офис разработчиков Vikings War of Clans, мы решили это подчеркнуть и в разлом щита вложить и залить их логотип. Его мы вырезаем при помощи ЧПУ. Следующим этапом грунтуем буквы все тем же составом. Поверх грунтовочного слоя будем заливать смолу, подкрашенную металлическим пигментом. Все это делается для того, чтобы максимально повторить оригинал логотипа, а в оригинале он выглядит вот так. Спустя сутки смола высохла, и я занимаюсь декором нижней надписи. Напомню, что в оригинале она золотого цвета. Так мы и сделаем. Теперь осталось освободить буквы из заготовки. Они специально не дорезаны до конца всего на миллиметр. Делалось это для того, чтобы логотип не разлетелся во все стороны под фрезой. Поэтому сейчас приклеиваем его к двустороннему скотчу и прогоняем через калибровально-шлифовальный станок. Спустя два прохода имеем свободные, отдельные друг от друга буквы и надписи. После того, как все элементы логотипа разоединены, я решил убрать с них излишки смолы и краски. Да, конечно же, это надо было сделать предварительно, еще 2 этапа назад. Да, затупил, со всеми бывает. Поэтому шлифую по отдельности вот таким способом. Поскольку в поливизаторе залита золотая патина, я решил сразу же подготовить все оставшиеся металлические элементы и сымитировать их в бронзу. Конечно же, такой цвет меня не устроил, поскольку это все же золото, пускай и античное, но золото. А как известно, дьявол кроется в деталях. Для того, чтобы добиться задуманного цвета, поверх золотой патины я кладу совсем легкий слой черной патины. Выглядит это следующим образом. На первый взгляд ничего не происходит и разницы нет, но не спешите делать выводы. Вот вам наглядный пример доработанного и недоработанного элемента. Теперь то, что надо. И так далее со всеми остальными деталями. К тому времени смола уже полностью полимеризовалась, а лить следующий основной слой на глянцевую поверхность будет неправильно. Это значит, что нам надо ее замотовать. Этим я и занимаюсь при помощи скотч-брайта. В разлом мы кладем металлические элементы. Немного позже, когда вся композиция сложится, вы поймете задумку, а в центр располагаем логотип. Кстати, форма, которая осталась от букв, отлично служит шаблоном все для тех же букв и надписей. При помощи суперклей-геля располагаю их четко на свои места. Как я и говорил, детали и мелочи — это очень важно. На первый взгляд они не всегда заметны, но именно внимание к деталям здорово дополняет любое изделие. Так вот, в оригинале логотип слегка окроплен кровью, а в нашем случае красной эпоксидкой. Для таких маленьких порций смолы я часто использую многоразовые силиконовые формы. Очень удобная штука, их я обычно заказываю с Алиэкспресса. И специально для вас я сделал небольшую подборку полезных мелочей с Алика и записал про это отдельное видео. Ссылку на него оставлю в описании. В этой подборке
я, кстати, и рассказываю про эти силиконовые формы. Но когда эпоксидная кровь высохла, можно заливать основной слой. Для этих целей отлично подходит состав под названием Art-Massive. Его я и использую. Этот состав можно заливать огромными объемами и не бояться того, что смола закипит. Все пузыри выходят самостоятельно, поскольку состав очень жидкий и полимеризуется 7 дней. А это значит, что у нас есть время дожать подстолье. Его я буду покрывать универсальным твердым маслом, немного затонированным, что позволит сравнять цвет мореного дуба. Хорошие масла – это отличный способ финишной обработки. В итоге поверхность выглядит ничуть не хуже профессиональной покраски, а способ нанесения масла под силу каждому, что вы видите на экране. Спустя неделю освобождаем опалубку и приступаем к финальной обработке. Как вы понимаете, смолу я заливал доверху, с запасом, поскольку непонятно было, сколько состава уйдет в трещины и в дерево. Теперь нам надо снять излишки до уровня дерева. Этим мы и занимаемся при помощи вот такой фрезы. Спустя несколько проходов остается отшлифовать, а затем покрываем все глянцевым лаком. Наконец, долгожданная финальная сборка. Жду ваше мнение в комментах. Спасибо за просмотр и добра, топора!